Путешествие и отдых в Индии – это всегда огромный взрыв эмоций. Индия – страна чая и кинематографа, слонов и тигров, древних храмов и живописных курортов. С каждой новой поездки она открывается по-новому. Обнаруживаются бесконечные удивительные находки. Сегодня расскажу все самое важное об Индии для туристов, планирующих посетить эту завораживающую страну. Куда лучше ехать в Индию? В Индии есть множество интересных и популярных мест, куда стоило бы поехать. Но если не организовать свой поход заблаговременно, путешествие может оказаться утомительным. Кроме того, вы рискуете подвергнуться настоящему культурному шоку от этой страны контрастов. Поэтому, если вы только начинаете знакомиться с этой страной, верным решением будет выбрать одно или же максимум два популярных направления для поездки. Самые популярные курорты – это Нью-Дели, Мумбаи, Гоа, Керала, Гималаи, а также Северная Индия, Бодхгая, Калькутта. Погода и климатические условия в Индии. Привычных 4 времен года в Индии не существует. Индийцы живут в 3 сезонах – жарком, влажном и прохладном. На самых популярных курортах Индии – это Гоа и Керала. Сезон для отдыха у моря длится круглый год. Температура воды здесь составляет плюс 28-29 градусов. Максимальная температура воды приходится на май месяц и составляет плюс 30 градусов. Температура воздуха. Смена сезонов в Индии определяется муссонами. Климат в Индии в целом можно назвать тропическим, то есть преобладает мягкая погода. Средний показатель температуры воздуха в течение всего года равен плюс 25 градусам. Температура в летний сезон составляет плюс 24-33 градуса, а в зимний плюс 21-32 градуса. Влажный сезон здесь попадает на июнь-октябрь. Сравнительно холодная и сухая погода наступает в ноябре-феврале, а с марта по май климат склоняется к очень жаркому и сухому. Поэтому, если вы задаетесь вопросом, когда лучше ехать на отдых в Индию, отдайте предпочтение периоду с ноября по март. Температура воздуха в это время не опускается ниже 20 градусов, даже ночью. В апреле приходит адский зной, а летом наступает сезон дождей и ливней. Впрочем, в этот условный не сезон можно значительно сэкономить деньги на перелете. А сколько стоят в Индию туры и где покупаю я вам показывала, ссылку также оставлю в описании под этим видео. Отдых в Индии, как и во многих других странах, имеет свои плюсы и минусы. Плюсы – удивительный национальный колорит, широкие возможности для шопинга, много интересных достопримечательностей. Местные товары вроде благовоний, специй, чая и косметики очень актуальны, при том, что оригинальные продаются только в Индии. Почти везде люди говорят по-английски, а на Гоа еще и по-русски. Цены на все очень низкие, красивые пляжи подходят для отдыха с детьми, но это больше относится тоже к Гоа. Климат очень приятный, тут есть чем заняться в любое время года. Развлечений реально очень много. Природа очень красивая. Минусы. Требуется виза. В крупных городах очень грязно. Отдых конкретно на Гоа не даст вам почувствовать настоящий индийский колорит. Пляжный сезон короткий, во вторую половину лета отдыхать уже некомфортно. Распространено мошенничество и воровство. Многим не нравится менталитет местных. Шум и антисанитария не дают отдыхать с детьми комфортно за пределами курортных городов. В итоге можно сделать вывод, что именно Гоа – это отличное место для комфортного пляжного отдыха, а Индия в целом подойдет тем, кто хочет насладиться именно индийским колоритом и окунуться в восточную культуру, приняв все ее недостатки.